Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие события, новости и посмотрим, какие у нас грядут тут под боком среднесрочные, краткосрочные торговые идеи, которые, я уверен, можно будет реализовать в самые ближайшие дни. Так, ну вот сегодня у нас еврозона ВВП. Все тютелька в тютельку, как ожидалось. Небольшое снижение сальдо торгового баланса. Единственное, здесь какой момент. Вот текущее движение по сальдо торгового баланса Евросоюза, оно, конечно, немножко напрягает. Почему? Потому что в этот промежуток времени он обычно растет, и такое движение, которое мы получили сейчас за март месяц, оно, конечно, создает определенные риски того, что ситуация в экономике будет развиваться непрогнозируемо. Так, ну вот завтра аукционы по ОФЗ, соответственно, это дополнительная поддержка для рубля. Рубль чувствует себя хорошо, но он не идет туда, куда он должен был находиться с такими ценами на нефть. Так, ну вот, похоже, рынок интернет-рекламы будет сходить на нет постепенно. И судя по таким заявлениям, что ввезли рекордный объем евро, то есть все-таки ожидается, что очень активный выездной туризм из России будет в этом году, этим летом. Ну, куда у нас люди обычно едут? В основном те, у кого есть более или менее деньги, едут в Европу, Турцию, Испанию, Италию. Вот, соответственно, действительно это своего рода индикатор, что, возможно, ситуация будет достаточно благоприятной в течение лета. Так, друзья, далее число выданных разрешений на строительство в США чуть-чуть меньше, чем предполагалось, и больше, чем было в прошлый раз. Ну, на самом деле, такое снижение, оно, в общем-то, ни о чем. Это все в пределах флуктуации, это меньше даже флуктуации. И поэтому здесь говорить о том, что они вышли хуже, ну, не знаю, мне кажется, они вышли не хуже, они вышли в пределах погрешности. Но если смотреть вообще график динамики развития выданных разрешений, то, как видите, здесь идет устойчивый рост, и пока ни о каком откате и снижении речь не идет. Да, он достиг максимума, да, он забрался максимально вообще невиданно просто высоко, но тем не менее никаких сигналов пока что на то, что рынок недвижимости Соединенных Штатов начнет проседать, нету. Да, это пузырь, но я думаю, что этот пузырь начнет сдуваться гораздо позже, чем что-то произойдет в экономике и на финансовых рынках. Так, ну и вот ключевая тема. Центробанк не видит рисков отключения России от SWIFT. Я тоже не вижу, я об этом всегда говорил, что отключение от SWIFT это, в общем-то, последнее действие, которое будет предшествовать открытию створок в шахтах с баллистическими ракетами. Что бы там ни говорили, не угрожали, от SWIFT не отключат. Да и потом, как от него отключить, если SWIFT это просто протокол обмена сообщениями? Потом, понимаете, есть такой момент очень существенный. Рано или поздно жизнь все расставляет на свои места. Эволюция, она неизбежно движется вперед. И поэтому все ограничения, которые вводят, они в конечном счете приводят к тому, что возникает волна цунами, которая сносит все эти ограждения, препоны и так далее. То есть одно дело, допустим, ввести какие-то персональные санкции против какого-то чиновника неугодного. Тут как бы ничего не поделаешь, не отвертишься от этого. И другое дело, когда там, допустим, пытаются там интернет закрыть, какие-то ресурсы, или по свифту ввести ограничения. Здесь жизнь в любом случае возьмет свое, и, в общем-то, те, кто пытаются вводить ограничения, но это как бы мировая практика, исторический опыт, они оказываются в более худших условиях, чем если бы эти ограничения не вводили. Невозможно закрыться от свежего воздуха, который идет с улицы. Так, друзья, ну давайте еще немножко посмотрим финанс. Глава открытия Задорнов считает, что 2021 год будет одним из самых удачных для банков. Ну, вполне может быть, потому что ВТБ, он так и не сделал даже малую часть того движения, которое, тех значений, стоимости, которые были до кризиса 2008 года. И поэтому не исключено, что этот год, если, конечно, осенью не разразится кризис финансовый, вторая часть W-образной стопы, то вполне ВТБ можем в этом году увидеть, ну если не до 10 копеек, то до 8 копеек или 7
2,5 он может вполне дойти при более или менее благоприятных раскладах. Ну вот еще такая интересная тема. ЦБ РФ получил 3 заявки на создание операторов цифровых финансовых активов. Но вот опять же здесь немножко понятия смещаются, потому что вся суть вот этих финансовых активов, которые возникли и которые называют криптовалютами, заключается в децентрализации. То есть нету центра принятия решения. То есть, ну скажем так, управление этой сетью, оно осуществляется децентрализованно. А здесь все пытаются сделать централизованно. Но сейчас как бы мировой тренд, финансовая эволюция и вообще эволюция идет в сторону того, что будет неумолимо наступать децентрализация. И не будет никаких вертикалей, то есть будет много-много центров принятия решений, узлов и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, это первый шаг определенный, который они пытаются сделать, но я думаю, уже в ближайшие 5 лет все будет совсем по-другому. Так, друзья, давайте посмотрим, что тут у нас по Америке. Так, ну опять страсти вот с этим так называемым колониальным нефтепроводом. Никак они там не могут разобраться, что и как. Странно, что до этого вообще этот колониальный нефтепровод, он никого не волновал. И вдруг внезапно его, как козырного вальта, достали из рукава. Ну, видимо, время пришло для того, чтобы разогреть нефть. Так, далее. Bank of America поднимает минимальную зарплату $25 в час. То есть, получается, если человек работает 10 часов в день, он зарабатывает за день 17 тысяч рублей, то, что является, по мнению отдельных лиц, зарплатой среднего класса в России. Так, друзья, давайте еще финанс глянем. США объявили незаконным претензии России на Арктику. Ну, на самом деле, бадания за Арктику, они будут очень долгие, и эта тема долгоиграющая. Единственный ключевой вопрос, вот, который мне лично непонятен. Если весь мир делает ставку на зеленые технологии, на развитие, зачем Арктика? Арктика — это ледовитый океан. Изначально Арктику планировали осваивать для того, чтобы добывать там газ и нефть. Но, ребят, если вы хотите развивать зеленую энергетику, вам не нужен газ и нефть. Чего тогда бодаться по поводу Арктики? То есть для меня пока этот вопрос остается загадкой. То ли действительно есть какие-то далеко идущие планы на Арктику, то ли это, ну знаете, как рудиментарная цель какая-то была там, например, в детстве там на какой-то машинке покататься, выросли, а вам эта машинка уже не нужна совершенно, потому что вы знаете, что есть более крутые машины, и для вас этот вопрос стал неактуальным. Также и здесь. Просто вроде бы все боролись, сейчас как бы тренд изменился, но все по инерции продолжают за что-то бороться. Вот. Поэтому тема, конечно, для меня интересна в части того, что это головоломка, которая совершенно непонятно куда приведет. Ведь это ледовитый океан, там океан. Если будет повышаться температура, там растают льды и будет обычный океан. Тогда совершенно непонятно, о чем здесь речь. Ведь никто же не борется за то, чтобы захватить Индийский океан или Тихий океан. Есть береговая линия, там, в зависимости от договоренности и от морского закона. И поэтому я вот сейчас в текущих реалиях не до конца понимаю эту игру. Если у вас какие-то идеи на этот счет есть, пишите, с удовольствием обсудим. И, возможно, даже я, если время будет, в ней более глубоко разберусь и на этот счет что-то сделаю. Так, цены на сахар запретили повышать до выборов. Но здесь вообще нет слов, потому что в прошлом году или в позапрошлом году была другая тема, что слишком много сахарной свеклы собрали, и надо на 20, по-моему, или на 25% сократить посевные площади. То есть, ну как вот можно было делать подобные вещи, чтобы сейчас столкнуться с дефицитом и ростом цен? Это просто, я не знаю, это как-то по меньшей мере странно, такое поведение и такие действия. Но в любом случае сахар, его можно хранить несколько лет, его можно экспортировать. И поэтому зачем надо было сокращать посевные площади сахарной свеклы, для меня лично очень большая загадка. Так, ну вот, бюджет России вылечили от ковида, да здравствует ковид, нефтегазовые доходы вернулись на докризисный уровень. Но смотрите, проблема здесь не в нефтегазовых доходах, проблема в работе экономики. Дело в том, что еще даже до кризиса 2014 года экономика
уже давала сбои. Она не функционировала так, как должна была функционировать. И поэтому, конечно, то, что доходы бюджета вернулись на доковидный уровень, можно только порадоваться за бюджет. Но с другой стороны, как бы на ситуацию в стране и на экономику это влияет очень мало, с моей точки зрения. То есть здесь как раз может даже возникнуть обратный эффект, когда пойдет накачка деньгами, но при этом не будет необходимого количества товаров и услуг, и все это приведет к дополнительному росту цен. Так, ну и вот такая интересная статья по поводу иностранной недвижимости. Ну, весьма оригинальная трактовка, конечно. Ну и вот еще такая интересная статья. Бегство вкладчиков из банков напугало ЦБ. Но это вполне естественно. Если как бы не приносит депозит доход, люди забирают деньги и они их во что-то инвестируют, либо спекулируют. На самом деле этого вполне следовало ожидать. Непонятно, почему эта ситуация, скажем так, представляется неожиданной и что здесь такого напугало. Если это вполне естественный процесс, который вполне как бы синхронно протекает с тем, что идет на мировых финансовых площадках и в экономике. Так, друзья, давайте немножко сегодня мы структуру поменяем, рассмотрим компании, которые выросли или которые могут в ближайшее время представлять интерес. Так, друзья, ну вот сегодня Мосэнерго показывает чудеса на виражах, достаточно сильное движение, и оно в принципе может привести к тому, что будет переписан вот этот локальный максимум, который был недавно. Но с моей точки зрения эта идея достаточно рисковая, потому что есть определенные вопросы к движению в этой бумаге. Так, друзья, ну вот еще такая волшебная штучка, ТГК-1, меня постоянно они просили ее рассмотреть. Ну смотрите, да, здесь действительно, и по ней, кстати, более картина позитивная, чем Мосэнерго. Здесь вот в ближайшее время будет решаться вопрос с пробитием уровня, который проходит на 0,0124. Вот если этот уровень пробивается, первая цель движения будет 0,013 и потом 0,016. У этой бумаги масса наверху целей, но ликвидность здесь не айс. Прямо скажу, есть определенные риски связывания с таким эмитентом. С другой стороны, как бы вот эта картина, которая здесь, это дневной таймфрейм, она с моей точки зрения более перспективна и более интересна, чем в случае с Мосэнерго. Так, друзья, далее вот компания Селигдар, тоже она не отличается высокой ликвидностью. Сегодня вот это движение произошло такое резкое, сильное. Но на что хотел обратить внимание? На самом деле у нее цель движения 48. И на эту цель она рано или поздно сходит. Судя по вот этому прыжку, возможно завтра или на этой неделе будет попытка отработать цель 48, ну а дальше по ситуации. На текущий момент, в том случае, если не будет пробития 45,8, весьма вероятно вот этот задерка движения на 48, оно все-таки будет иметь место быть либо завтра, либо в течение недели. Так, друзья, ну вот, собственно говоря, ОГК-2 меня тоже вот немножко замучили вопросами по ОГК-2, как бы все накопилось, и я поэтому решил одним пулом все выдать. Ну, потому что, скажем так, это акции, они не одного дня, они все-таки какой-то временной лаг подразумевают удержание, потому что, ну, ликвидность у них не слишком высокая. Итак, дневной таймфрейм ОГК-2. Смотрите, вот здесь что примечательно. Примечательно здесь первое значение это 85 копеек и второе значение это 90 копеек. Если этот диапазон пробивается на объеме или потом идет консолидация и закрепление, то отсюда возникает импульс движения, цель которого будет 1,35-1,40 диапазон. Там давно там назрело и оно никак туда не двинется. В каком случае вот это движение сейчас не произойдет? Оно не произойдет, если будет коррекционный откат и пробитие уровня 80 копеек. В этой ситуации, скорее всего, бумага вернется вот сюда вот на 77. Должен заметить, что вот если рассматривать тройку мушкетеров, это ТГК-1, Мосэнерго и ОГК-2, то с моей точки зрения, наверное, ОГК это номер один по возможностям и по соотношению риск движения. На втором месте ТГК-1 и потом Мосэнерго. Так, друзья, вот еще мне задали вопрос по поводу Яндекса и Сбера. Был опрос, по-моему, на Финаме.
Сможет ли Яндекс со Сбером конкурировать в банковской сфере? Я думаю, не сможет. Яндекс, мое мнение, не сможет конкурировать со Сбером ни в банковской сфере, ни в IT-сфере, ни в интернете. Сбер подрастет и придавит Яндекс. Через несколько лет посмотрите, был ли я прав. И смотрите, здесь речь идет даже не в ресурсах, хотя ресурсы играют роль. Ну, ресурсов у Сбера чуть больше, если вот так душой не кривить, чем у Яндекса. Здесь вопрос в экологичности отношения к клиенту, к потребителю. Вот у Яндекса с этим очень туго. И поэтому подобные все, скажем так, проекты, которые были ориентированы на навязывание всего, чего попало, там, приложений и так далее, они всегда проигрывали. Ну, посмотрите тот же Google. Вы вот в Google что-то делаете, вам Google не будет пытаться там поставить кучу своего софта и еще и вдогонку что-то нагрузить. Так что я думаю, здесь за Сбером будет безоговорочная победа во всех отраслях схватки с Яндексом. Так, друзья, дальше полюс золота. По нему тоже было очень много вопросов, поэтому отвечаю. Вот недельный таймфрейм. Сейчас начали золото разгонять. Возможно, даже движение продлится до 2000 и выше. Здесь теперь по этому ситуации по полюс золоту это пробитие уровня 16 тысяч. Вот этот уровень, если в ближайшее время будет взят, то нас ждет движение, цель которого будет сначала 17 500, потом переписывание исторического хая вот этого. Ну и соответственно вот это все движение, оно не получит развития, если будет коррекционный откат, который пробьет 14 500, и если такое будет иметь место быть, то мы получим движение, цель которого будет возврат вот сюда, вот в этот диапазон и возможно даже ниже. Но сейчас, если ориентироваться на те процессы, которые происходили здесь, весьма вероятно, что по полю золота разовьется движение с целью переписать хай. Но надо четко понимать, все в руках золота. Если золото будет расти хоть чуть-чуть, то по полюсу вот это движение в самое ближайшее время произойдет. Так, друзья, далее Алроса, тоже по Алросе много вопросов поступает. Но смотрите, я на самом деле не фанат продукции, которую производит эта компания. Сама компания мне нравится, как она работает, как она устроена, как она все делает, она суперская. Но вот когда продают уголь по цене золота, меня всегда это настораживает. Вот. Тем не менее, сейчас пошел этот волшебный импульс движения, который может, с моей точки зрения, движение может продлиться и до 130-140. Но я бы сейчас, если бы держал Алросу, я бы вышел из акций этой компании, потому что есть достаточно существенные риски коррекционного отката. Причем, то, что касается бриллиантов, с моей точки зрения, здесь откат может произойти очень быстро и очень внезапно. Но если рассматривать какую-то краткосрочную идею, например, до конца этой недели, здесь высока вероятность того, что будет повторено движение с целью потестить 118,2, 118,5. Соответственно, пробой уровня, который 111,5, ведет к тому, что цены на акции идут в район 108, 107,5, вот сюда вот. Так, друзья, далее Фосагро. Вот по Фосагро вообще давно не смотрел, потому что компания очень специфическая, она в плане спекуляций, но для меня, во всяком случае, с моей точки зрения, она интереса не представляет. Месячный таймфрейм улетели to the moon, или в космос. Но смотрите, здесь, конечно, ситуация необычная, потому что вот эти компании, все, которые занимаются минеральными удобрениями, они весной, после того, как удобрения вносят, имеют свойства статистически, во всяком случае на значительном временном интервале, если рассматривать, проседать. Но здесь мы с вами не имеем ничего и близко и подобного. Ситуация заключается в том, что все растет, сырье растет. Для сырья, для производства пшеницы нужны минеральные удобрения. Поэтому здесь идет ставка на то, что будет значительно расти спрос на продукцию этой компании и расти стоимость удобрений, которые она производит. Поэтому вот все это движение, оно формируется именно исходя из спекулятивных ожиданий по сырью и по пищевой продукции. Сколько это движение продлится, сказать сложно. По месячному таймфрейму
мы пока еще не выбрали лимит движения наверх. Но я бы в нее заходить не стал. Ни сейчас, ни ранее. Так, ну вот как раз дневной таймфрейм по Фосагро. Здесь готовится тестирование на пробой 4500, точнее даже 4560. Если здесь пробой возникает, она улетает неизвестно куда. Но если пробоя сразу не будет, последует коррекционный откат, и цель этого отката будет 4300. Но опять же повторюсь, вот конкретно в эту бумагу я бы в нее не играл. Так, друзья, далее ТМК, оно сегодня показало очень хороший рост. И у ТМК есть и шансы в самое ближайшее время, ну в течение нескольких дней, недели, сходить на 80. 80, если здесь будет осуществляться закрепление на этом значении 79,280, то отсюда нас ждет движение, цель которого будет сходить на 94. Вот сюда, вот здесь вот есть цель, куда, возможно, он захочет сходить уже в относительном близком будущем. Ну, здесь идея ясна. То есть внезапно все проснулись, оказалось, что не хватает нефти и газа, нужна нефть, газ и трубы для того, чтобы подводить. Вот и все. Соответственно, вот эта идейка, она не сработает, если будет откат и пробитие 69. Если такого отката не будет, движение сначала сюда, потом сюда. Так, друзья, ну вот еще интересная ситуация по системе. Тоже такая специфическая компания. Оказалась она очень бодрой. Вот, потому что менеджмент там очень грамотный. Но сама идея компании, то есть что это некий управляющий портфель активами, ну для меня это немножко, скажем так, возможно я консервативен, но я это не воспринимаю как что-то такое, что можно потрогать, пощупать. Потому что в моем понимании все-таки акции компании, за ним стоят либо какие-то технологии, как в случае Сбера и Яндекса, либо какие-то заводы и пароходы. Вот. Здесь для меня немножко когнитивный диссонанс, поэтому, видимо, из-за моей консервативности я эту компанию, скажем так, недостаточно в нее верил. Но гений Евтушенкова, он сыграл свою лепту, и компанию запустили в космос уже достаточно давно. Так, на текущий момент. Но здесь, видите, движение наверх, оно весьма вероятно в ближайшее время. И цель движения первые 35,6. И потом движение с целью переписать максимум 38. Соответственно, вот это движение, оно сейчас не получит развития, если будет откат и пробитие 31,5. 31,5 здесь некое магическое число, пробитие которого поведет акцию вниз. Так, друзья, но если вот ранжировать те акции, которые сейчас посмотрели, с моей точки зрения наибольший интерес на текущий момент это система ТМК и ОГК-2. Я думаю, что вот в них очень существенный потенциал. Ну и, конечно же, наш друг Газпром, который в любой момент может закрепиться и улететь. Так, друзья, далее нефть, недельный таймфрейм. Ну, я специально его поставил для того, чтобы показать, что то, что сейчас не так давно произошло, оно все идет в рамках вот этого волшебного боковика или консолидации, если угодно. 70,2, 60 6,25. Сегодня очень интересные движения, но на самом деле оно вполне прогнозируемо. Потому что уровень 70, я обращал ваше внимание, если он будет взят, то очень быстро разовьется движение на 75. Но как вы сами понимаете, для того, чтобы совершить такой рывок с первого раза, это достаточно сложно. И поэтому идут колебания, трения и движения вокруг этого уровня. Так, сейчас по нефти вообще просто изумительная ситуация, она просто изумительная. Сейчас 19.53 по Москве, и если сейчас не будет в ближайший час-два отката и пробития 68,2, 68 и 15, то нас отсюда ждет отскок уже сегодня либо завтра. Цель этого отскока — повторное тестирование уровня 70. Если вот сейчас мы вот эту штучку пробиваем, то мы уходим 66,5, 66,25, искать самов в районе этого дна. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, здесь все идет по плану, как бы сказал Егор Летов. Но текущая ситуация, она привела к тому, что евро
часть движения отработал, которое здесь было заложено. И теперь вопрос в удержании уровня 1,2188. Если этот уровень не пробиваем, уже завтра будет 1,23 выше. Если пробиваем, уходим собираться с духом на 1,2150. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, видите, не пускает, его не пускает. 73,6 для него как бронеплита. Ему просто не дают идти ниже. Но сейчас такое хвостатое чудище на нефти нарисовали, и поэтому развивается движение по направлению 74,1. На самом деле, я думаю, по нефти сейчас, либо чуть попозже, будет отскок. Ну, на самом деле, сейчас вот 19:55, посмотрим, как закроется 8 часов. Если такая же картина сохранится, как мы сейчас видели, хвостатое ужасное чудище, то, соответственно, нас ждет весьма вероятно по рублю отскок вниз на 73-74, то есть укрепление рубля против доллара. Ну и по нефти те цели, которые я только что вам обрисовал. Друзья, я думаю, этого достаточно. Не буду вас нагружать перед сном. Надо отдохнуть, набраться сил и встречать утро со свежей головой. Тем более нам подсобили, сделали загадочную сессию, которая в 7 утра начинается. Непонятно, зачем это нужно было делать, когда в 10 все отлично работало. Ну да ладно. Все, друзья, удачи, успешных торгов, всего наилучшего.